А вот, это самое, это здесь 1162 минуты записи. Да. А у меня вторые еще на 4. И сетевой удар. Второй этап подготовки. Всем матушка. Матушка, начнем? Уважаемые гонщики, зрители, для меня честь сегодня представить для вас президента Международной ассоциации ездового спорта Кэролайн Гриффитс. А сегодня Кэролайн проведет семинар по теме ветеринарии, ознакомит нас. Как бы он будет поделен на 3 части. Первая часть — это питание ездовой собаки, затем уход за лапами, и третья тема — это диагностика и лечение основных травм и повреждений ездового спорта. Вот, мы начнем. Good nutrition, as you know, is essential in maintaining the health of dogs as well as the athletic ability. Как вам известно, правильное питание — это ключ к здоровью любой спортивной собаки, не только ездовой. Whether a dog is used for short ski jogging or ultramarathon events, the basic principles are the same with modifications according to the exact event. И вне зависимости от того, готовится ли собака, в принципе, собака-спринтер или собака-марафонец, основные принципы питания одинаковые с разницей, в зависимости, с небольшими модификациями в зависимости от конкретной гонки, которую готовит собака. Over the last 15 years, there's been a lot of research into the requirements of sled dogs, and we're going to try to summarize it today. Сегодня мы постараемся суммировать фактически 15-летний опыт научных исследований в этой области. The energy requirements for sled dogs depend on several factors. Это таблица приблизительной потребности в энергии собаки 20 кило. Для собаки примерно весом 200 килограмм. 20. Давай, собака 200 килограмм. И затраты энергии зависят от некоторых условий. Could you show the previous one? I'm fine. Now get the Backspace. Yeah, you want to go back? That one? Yeah, that one. Yeah, skip the before. The one before. Press the up key. Да, затраты энергии могут быть разные в зависимости от погодных условий, от уровня тренировок, от длительности и скорости самих упражнений и от пород собаки. So the resting energy requirement is a dog that's not doing anything. It's sitting in a kennel, and it's in an environment that it doesn't require energy to keep its body temperature upward. Кэролайн, сначала. Подождите. Which one? It's for maintenance. For maintenance. Yeah, resting. Это потребность энергии для собаки в условиях отдыха, где никаких условиях отсутствия тренировок, серьезно, собака отдыхает. That's at 20 degrees centigrade. При температурах примерно 20 градусов Цельсия. So the equation for calculating it is this one. I calculated it for you.
For a 20 to 30 kilogram dog, the resting requirement is 50 to 60 kilocalories per kilogram per day. Значит, для собаки весом 20-30 килограмм эта потребность составляет примерно 50-60 килокалорий в день на килограмм. На килограмм веса. Siberian Huskies have a lower resting energy requirement. У сибирских хаски потребность в калориях ниже. So they're more in the 45 to 50 kilocalories per kilogram. Примерно 45-50 килокалорий на килограмм веса в день. So temperature, both high temperatures and low temperatures increase the energy requirements for dogs. При температурах выше 20 градусов и ниже собак расходует больше энергии, и потребность в калориях, соответственно, выше. So, once again, in cold weather, they have to use energy to maintain their body temperature, and roughly you add 3 kilocalories per kilogram for every degree Celsius below 15 degrees. What temperatures? Yeah, below 15 degrees centigrade. But every degree lower than that, you add 3 kilocalories per kilogram for energy. При температурах ниже 20 градусов на каждый градус мы насчитываем в плюс еще где-то 3-4 килокалории на килограмм веса. In hot weather actually also increases the energy requirement because they're panting and they're trying to lower their body temperature. В условиях жаркой погоды собака тратит энергию на то, чтобы поддерживать, сбалансировать температуру тела, чтобы остывать, она потеет, терять жидкость. And in hot weather, you actually add 4 kilocalories per kilogram for every degree Celsius above 26. И при температурах выше 26 градусов, при повышении на каждый градус мы тоже накидываем примерно 4 килокалории на килограмм веса. Training increases the muscle energy efficiency. При интенсивных тренировках расход энергии происходит более эффективно. So untrained dogs, like dogs sitting on a couch with a cat, are about 16 to 18%. Trained dogs are 25%. У нетренированных собак расход энергии, нетренированные собаки расходуют примерно 16-18% энергии, тренированные 25%. Obviously, the length of time and the intensity of exercise changes the requirements. Несомненно, на потребности влияют продолжительность и интенсивность тренировок. So this is the estimated energy needed for running per hour. Once again, 20 kilogram dog. Это таблица примерной, приблизительных затрат энергии за час бега на собаку весом 20 килограмм. So the 30 kilometers per hour would be a short distance, a sprint, going down to mid-distance, and stage, and then the longer race. Все это в рамках короткой дистанции, таблица в рамках короткой дистанции, можете знакомиться. So we calculate the requirements, then there's a huge difference between a maintenance, where it's only 1,000 and 1,200. Just a minute, I will explain what we are having, okay, consists of. Это таблица примерной потребности в энергии ежедневной при различных условиях содержания, даже не условиях содержания, а при различных нагрузках. Первый пункт – это отдых, второй – бег 20 километров, 30-50, 100 и бег на большие дистанции. And this is comparing the ultimate human endurance athlete, which is considered to be the bicyclist, like the Tour de France. Это сравнение. It is the comparison of what? Sled dogs to the ultimate human athlete. Съездовых собак с
And so a dog weighing 20 to 25 kilograms will take 11,000 to 12,000 kilocalories per day. A human weighing 63 kilograms will be 8,000. Ну, все достаточно понятно. Собака весом 23 килограмма тратит примерно 11 тысяч килокалорий в день, и 63-килограммовый велосипедист 8 килокалорий. I said not 8,000, but was really 8. Humans are very okay. So to get the energy into the dogs, we use different nutrients that have a different concentration of energy. Nutrient. Different food. Забыла слово по-русски. Ну, питание. Питательные вещества. Да, различные питательные вещества обладают различной энергетической ценностью. Протеин. Protein and carbohydrate are starch at both 3.5 kilocalories per gram. Fat is 2.5 times as concentrated. So that's how we get most of the calories in. Протеины и углеводы по 3 килокалорий на грамм и жиры 8,5 килокалорий на грамм. Собственно, жиров, у жиров самая высокая энергетическая ценность. The carbohydrate in the diet must be very digestible. Poorly digestible starch can cause decreased absorption of protein and water. Углеводы или крахмал должны быть очень хорошо усваиваемы, и плохо усваиваемые углеводы могут стать причиной снижения абсорбции белка и воды. And in working dogs, such as sled dogs and other northern breeds, amylase, which is an enzyme produced by the pancreas, can be inefficient. Для некоторых рабочих собак, в том числе ездовых, активность амилазы может быть недостаточной. And the plant source that the carbohydrate comes from affects the digestibility. Rice is more digestible than potato, for example. Углеводы растительного происхождения могут обладать различной усваиваемостью, как, например, усвояемостью. Вы меня, пожалуйста, исправляйте, потому что я слабо знакома со сферой ветеринарии. Усвояемостью. Так, допустим, potato is more digestible. Less is more digestible. Рис лучше усваивается, чем картофель. And cooking increases the digestibility. Обработка, допустим, обваривание увеличивает усвояемость углеводов. So carbohydrate is not very important to sled dogs because it only supplies 10 to 15% of the energy to the muscles. Углеводы снабжают организм собаки энергией только на 10-15%, поэтому они не столь важны, как жиры. Too high an amount of carbohydrate in the diet can cause a lot of problems, cause decreased performance, muscle stiffness, lethargy, inflammation of the muscles, and eating of the feces. Слишком большое содержание углеводов в диете может стать причиной снижения рабочих характеристик собаки, мышечная ригидность. Есть такое явление в ветеринарии? Мышечная ригидность, летаргия, Миозиты. Миозит и капрофаг. So protein is a much better nutrient for dogs. Dogs are able to digest large amounts of protein. Белки. Организм собаки способен усваивать очень большие количество белка. Okay, and once again, it's best to use highly digestible proteins such as meat, fish, whole cooked eggs, or casein, which is a byproduct of cheese. Рекомендуется употреблять в пищу, давать собакам в пищу хорошо усваиваемые белки, как, например, белок, мясо, рыбы, вареные яйца, козьи.
So protein should supply at least 30% of the calories in a diet, and too low amount of protein can cause anemia. Примерно 30% калорий в диете должны поставляться как раз белками. Иначе диеты бедные белками могут стать причиной анемии. So fat is the preferred energy source for sled dogs. They like it, it's highly digestible, and free fatty acids in the blood supply 70 to 90% of the energy to muscles. Жиры считаются самыми предпочтительными поставщиками энергии в организм собаки, и они обеспечивают мышцы энергией примерно на 70-90%. Они обеспечивают приятные вкусовые качества пищи и хорошо усваиваются. So it can be 25 to 65% of the diet, depending on the type of race and environmental stress. И в зависимости от типа гонки и погодных условий, жиры могут составлять 25-65% всех диет, всего рациона. There are 3 types of fats that we have to consider. Есть 3 типа жиров, которые мы рассмотрим. Fats or fatty acids? Or Fat, same thing. Long-chain fatty acids maintain body fat stores that can be used during exercise. Длинноцепочные жировые кислоты. Они запасают, с помощью тела накапливает жир, который впоследствии тратится во время тренировок. And sources of long-chain fatty acids are pork fat, suet, and poultry fat. Длинноцепочные жировые кислоты содержатся в свином сале, внутреннем сале и сале или в жире птицы. Я уже не кашу возила. Okay. Short and medium-chain fatty acids are important because they do not require the amino acid carnitine for metabolism, and preserving carnitine can help prevent muscle disease. Следующий тип это коротко и среднецепочный, так я могу сказать, товарищи ветеринары, жировые кислоты. Они, одну секундочку, не нуждаются, да, они не требуют карнитина. Да, карнитина в процессе энергетического метаболизма. It's absorbed without the need for digestion with bile salts. Они абсорбируются без привлечения желчных солей. And it's recommended to be 25% of the fat that's supplied in the diet. И 25% жира, они должны составлять 25% всего жира поставления в организм. Sources include coconut and palm oils. Источники этих кислот включают кокосовые и пальмовые масла. Essential fatty acids, the omega-3s and omega-6s. Следующие жизненно важные жировые кислоты это омега-3 и омега-6 жирные кислоты. The omega-3 fatty acids are important because they have local anti-inflammatory effects, which are important in maintaining intestinal health. Омега-3 жирные кислоты обладают местным противовоспалительным эффектом в поддержании здоровья кишечника. The omega-6s help maintain the cell membrane integrity. Омега-6 жирные кислоты помогают поддерживать целостность клеточной оболочки. Recommended amounts of the essential fatty acids are to supply the omega-3s at 50 milligrams per kilogram. Рекомендуемая доза или содержание омега-3 жирных кислот в рационе это 50 мг на килограмм веса. And omega-6 is supplied to maintain a ratio of omega-6 to omega-3 of between 5 to 6. И соотношение омега-6 жирных кислот к омега-3 жирным кислотам 5 к 6. Sources of the omega-3s are fish oils and flax oil. Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбьем жире и
Одну секундочку. И внутреннем жире. Omega-6 sources are sunflowers, soybean, and corn oils. И омега-6 жирных кислот содержится в подсолнечнике, в соевых бобах и в бурном масле. It is extremely important to have a good antioxidant system with high-fat diets. В рационах с высоким содержанием жира необходима хорошая система антиоксидантов. This prevents spoilage of the food, and if a food spoils, it can also destroy fat-soluble vitamins like A, B, E, and K. Это предотвращает быстрое разложение жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К, и при условиях содержания пищи не так быстро портится. Fiber is not something that you usually think of as a requirement in a diet, but it is very important. Клетчатка также неотъемлемая часть любого хорошего сбалансированного рациона. It's the amount of carbohydrate that is not digested by enzymes in the digestive tract. Это часть углеводов, не перевариваемая секрециями кишечного тракта. It's important in maintaining hydration and in bowel health. Клетчатка важна в процессе гидратации организма и для поддержания здоровья кишечника. And they're both fermentable and non-fermentable components. Клетчатка может быть, я даже не знаю, как сказать, способной к ферментации и не способной к ферментации, так я могу сказать. The cells lining the colon depend on short-chain fatty acids for over 70% of their energy. Клетки выстилки толстой кишки на 70% зависят от энергии жирных кислот короткой цепи. These short-chain fatty acids are produced by bacterial fermentation of the carbohydrates, which is the fermentable fiber. Эти кислоты вырабатываются в процессе ферментационной, бактериальной ферментации углеводов. The short-chain fatty acids improve blood flow to the colon. They promote sodium and water absorption and general colon health. Клетчатка увеличивает кровоток в толстой кишке, усиливает абсорбцию воды и соды и обеспечивает общее здоровье кишечника. I don't know if anybody has had problems with stress diarrhea after the run. Я не уверена, у ваших собак бывает ли диарея или нет, но... A lot of these dogs will benefit from additional fermentable fiber in the diet. In the States, we use pumpkin because it's easily available. Yeah, to help with the stress diarrhea. And it's for additional fermentable fiber. Для борьбы с диареей, чтобы обеспечить организм способным к ферментации клетчаткой, в Америке используют тыкву. Она недорогая, в общем, доступная и хорошо помогает. Наружно или внутренне? You have a doctor, yeah. Doesn't think, I mean, you use pumpkin over here, like 1 tablespoon like that, with each meal. It doesn't take much. Просто с каждым кормлением давать буквально там чайную ложку этой самой кишки собаки. I usually use Coke. Yeah. Да, обычно вареную. Или Тыквенные опаль. семечки подойдут? А? Тыквенные семечки. Maybe on the other one, but yeah. They're not going to digest it. Она не сможет шелуху уплевывать. They're not squirrels. Они не пьют. So a good fiber source should provide both fermentable and non-fermentable components.
A good fiber source should provide both a fermentable component for the short-chain fatty acids and a non-fermentable to provide form. Хороший источник клетчатки должен поставлять как способные к ферментации компоненты, так и неспособные к ферментации. And beet pulp is one good source that provides both. И как пример, свекольная пульпа очень хороший источник клетчатки, как способный к ферментации. So, basic recommendations when feeding your dog. Это, собственно, базовые рекомендации по кормлению ездовой собаки. Protein at 30 to 42%. Белок 42%, Carbohydrate at 10 to 25%. углеводы 10-25%, Fat 25 to 50%. жиры 25-50%, And fiber at 3 to и 7%. клетчатка от 3 до 7%. Water is also an important nutrient. Вода также является важным компонентом рациона. Sled dogs have a very high water requirement, especially when they're running. У собак у ездовых собак очень велика потребность в воде, особенно при больших нагрузках. One study of a 350-kilometer race that was minus 10 to minus 35 degrees Celsius, the dogs needed 5 liters per day per dog. Во время гонок на среднюю дистанцию при температуре от минус 10 до минус 35 градусов Цельсия ежедневная потребность собаки в воде составляет примерно 5 литров. There's 3 reasons for that. The high protein, high calorie diets increase the waste products, resulting in high urinary water loss. Высококалорийные рационы с высоким содержанием белка увеличивают выделение отходов из почек, в результате чего организм теряет больше воды. Fecal water loss, especially if they have diarrhea. При диарее собака теряет большое количество жидкости. And respiratory water losses, with normal respiration or panting in cold weather, they lose quite a bit of water. И кроме того, большое количество воды собака теряет при дыхании в холодную погоду, как нормальным, так и учащенным. Vitamins and minerals are very important. It's important to balance them, especially if the dogs are on a home-cooked or a heavily supplemented diet. Кроме того, важен витаминно-минеральный комплекс, баланс, в особенности при натуральном кормлении или при рационах с большим количеством мяса или жира. Meat has a large amount of phosphorus and almost no calcium. So high meat diets will cause an imbalance, and it can cause kidney disease and soft bones. В мясе содержится сравнительно небольшое количество фосфора и совсем не содержится кальция, поэтому очень важно избежать дисбаланса кальциево-фосфорного, который может повлечь заболевания почек и размягчение костей. Vitamin E is recommended for sled dogs at 400 units per day per dog as an antioxidant and to help decrease muscle disease like myopathy. Для профилактики миопатии ездовым собакам рекомендуется витамин Е в размере 400 единиц у собак в день. And it's important И в качестве антиоксиданта. It's important to remember also that more is not better. These can be toxic as well. This is actually good, sorry. But right before this race, I was talking with a musher that had been in a 300-kilometer race. The dogs were not recovering well, and they were all anemic. And it was from vitamin A overdose. They were what? They were not recovering well after the race. They were anemic, too little blood cells. It was from vitamin A overdose. Перед тем, как приехать сюда, у Кэролайн была беседа с гонщиком, который прошел 300-километровую гонку, дистанцию на 300 километров. И у него в очень плохом состоянии были собаки после гонки. Они вместе выяснили, что причиной там было отсутствие витамина Е. То есть слишком много. Overdose, she said. Overdose. Слишком много. Слишком много витамина Е. Yeah. And they looked like they were on a balanced diet, but it was coming from liver, and one of the vitamin supplements, the vitamin E, also had vitamin A in it.
So you have to be very careful. Они выглядели как собаки С проблемами печени. с проблемами в печени, да, несмотря на то, что их питание было сбалансированным. So glycogen replacement, muscle glycogen is used for shorter runs, and so this is important on sprint and stage races only. Во время забегов на спринт и гонки на средней дистанции организм собаки затрачивается мышечный гликоген. The recommended dose is 1.5 grams of carbohydrate per kilogram of body weight, and it must be given within 30 minutes of exercise ending. И в качестве заменителя мышечного гликогена в течение 30 минут после забега рекомендуется давать порцию углеводов собаке в количестве 1,5 грамма на килограмм веса. It's not very useful on long distance or marathon races because after the dogs run 150 kilometers per day, their metabolism changes to use ketones and fatty acids instead of glycogen. В марафонах на дистанции выше 150 километров заменитель гликогена не так эффективен, поскольку в таких случаях метаболизм собаки меняется, и организм начинает в большей степени зависеть не от мышечного гликогена, а от кетонов и свободных жирных кислот. So glycogen replacement, we usually use a glucose polymer like maltodextrin or just a carbohydrate source like cooked rice given in water. Usually you need to add meat or fish for the flavor so dogs will drink it. В качестве заменителя природного мышечного гликогена они используют мальтодекстрин, растворенный в воде, или просто вареный рис, который бросают в воду. Ну, иногда приходится добавлять рыбу или мясо для вкуса, чтобы собака залпом это выпивала. A few other supplements that you may care about or look at can be useful on an individual dog basis, but it does not replace good basic nutrition. Есть целый ряд добавок, способных помочь и укрепить собаку в индивидуальном порядке, но они не заменяют хорошо сбалансированный рацион. Glucosamine can be helpful for joint health. Глюкозамин полезен для суставов. Probiotics can help with intestinal health. Пробиотики отвечают за здоровье кишечника. And psyllium can also help with intestinal health. Psyllium тоже укрепляет кишечник и может стать профилактикой диареи. That's the end. Any questions? Конец. Вы можете задать вопросы. Конец первой серии. А поить собаку на дистанции в каких количествах? What is the preferable amount of water that you're given during the runs? How long are they? На каких забегах? Ну вот сейчас, который вы там 65 передали. Может, если бы Наши есть. после 65. Ideally, you'd want to at least snack with something like fish that has a lot of water in it a couple times during the run. Or if they can't carry water is very heavy. So most of the time on a run like that, carry snacks without a lot of water. Fish is best. When? Twice during the run, you space it out. So. Before the run? Actually, during the run, they should be watered an hour or two before the run, and then during the run for 60 kilometers in hot weather, give them some fish for the water during the run. Half an hour break, something? Yeah. Short break. Поняли, да? В идеале нужно напоить собаку за час или два до забега и остановиться, покормить собаку, дать воды где-то 2 раза в течение 65 километров, но поскольку брать с собой воду достаточно тяжело, Кэролайн советует брать такую еду, которая содержит много воды, как рыба, допустим. То есть собака получает. А вот то, что собака иногда подхватывает ртом снег, это является? Во время забега хватает снег.
is the fact that during the run the dog is picking up the snow means that they are thirsty? Yeah, they're trying to get water that way, but they're not going to get a whole lot. That's where you can snack it. And the other thing too is, you know, after the run, within that half hour, you want to get that water and carbohydrate into them, because that will help with hydration as well as the glycogen. Ну да, в общем-то, это является знаком того, что они хотят пить, так они возмещают недостаток жидкости. Но опять-таки Кэролайн советует после забегов напоить их с небольшим количеством риса для возмещения мышечного гликогена. Потом еще они, ввиду того, что они хватает снег, во-первых, они отвлекаются, расслабляются. Это раз. Во-вторых, чтобы перетопить снег, вы никогда не топили снег в кастрюле, просто топили. Вы видели, сколько уходит на это энергии? И как долго это занимает. Поэтому, если они хватает снег, они снижают активность энергии. У них уходит на перетапливание снега, как в кастрюле внутри, вместо того, чтобы выложиться и бежать. Поэтому это очень плохая привычка, когда не хватает снег. Значит, вы чего-то не доделали с питанием, с водой. Должно пройти, чтобы собака сама естественным путем остыла, или можно сразу было давать пить? Воду? Да. Can we give water to the dog exactly immediately after the run, or should we wait a little bit? Give it right away. If it, you want it, Можно сразу. Сухой корм используют вместе с натуральным или по отдельности? В принципе, не едят собаку. Да. Is the common practice to use to mix dry food with meat? yes. Yeah. Yeah. You just have to be careful if you get too much meat once you get in the balance of diet. Единственное, нужно быть внимательным, чтобы не переборщить с мясом и с белками. Чего дают больше, сушняка или муки? And what has the advantage in amount? Of the meat. Meat or dry food? Dry, you know, on shorter distance running, the dry food is balanced with vitamins and minerals. But what prevails, dry food or meat? On short distance dry, I'm not sure. Ratio between the dry food and the home cooked one. That depends on the type of racing. Short distance, you can do mostly dry food and just a small amount of meat. When you get to endurance racing, it's usually half and half. В зависимости от дистанции, на которую вы идете. На спринт-гонках это в основном сушняк, а на марафонах нужно большое количество мяса. Кисломолочку дают, нет? Кисломолочный Products like curds, cheese. You can, yeah. Что дают? Творог? What is preferable? Curds. Кефир не большой он такой. Ну, просто кашку внутри, я же хочу. Something like curds. What is more? Well, yogurt is a probiotic as well, so that has some advantages. Йогурт, ну, как бы кефир наш, там пробиотики помогают кишечнику. That's probably the most common thing that I see used as a Сколько yogurt. можно давать? В Америке вот йогурт дают чаще всего. Отвечая на ваш предыдущий вопрос. Some dogs don't digest lactose well, so you don't want to use just milk, but yogurt or cheese, they can Да. digest. Ну, организм некоторых собак не усваивает лактозу, поэтому нужно внимательно давать молоко, и лучше давать, безопаснее давать йогурт или кефир. По щенкам один. Оль, я скажу, можно? Да. Ну, вопрос. Много, очень много. Собака до рейса, которую запаивают за час, да, чтобы предотвратить обезвоживание организма, не пьет воду, это часто у всех бывает, ну, по разным причинам, не хочет, не желает, не привыкла. Если никакие добавки, и вообще секреты американские, как заставить собаку выпить то количество воды, необходимо время рейса, она же не понимает, что ей надо пить. Она не хочет, например, за час пить. Как они ее обманывают. Do you have any secrets how to make dog drink a lot of water before the run if she does want to? And then baiting it with something, with meat or fish.
lot of it is something that they want to eat. Ну, видимо, никаких секретов, просто добавить там мясо. Они не пьют они. They don't like it, if they don't like it. Заливать. Well, not, but I don't necessarily try to get dogs to make a whole lot of it before they run. Normally when I'm fed and watered a couple hours before, so their stomach's not really full. And so it should just be in a normal kind of schedule that dogs do. Otherwise, you can't force them how to think. So. Нет, ну если даже в таком случае собака не хочет пить, она говорит, что, может быть, не стоит ее заставлять. Хороший ответ. А можно и вопрос? Если Вопрос. Существует ли какой-то способ или какие-то добавки, чтобы уменьшить потерю влаги из организма собаки во время гонки? Are there any supplements that reducing water loss during the race? Не существует. No, there's no way to do it. Она говорит, это невозможно. Изобрел? Изобрел? нет. Существуют для людей такие сухие порошки и различные питье, которые спортсмены используют на дистанции для того, чтобы восполнить не только жидкость, но и там, витамины и соли. Да. Есть ли такие добавки для собак? Изотонические, Подходят ли энергетические для них добавки. человеческие добавки? Надо ли их давать? Минерал-бустеры. For people, there are just some mineral boosters that renew the water and energy loss during the runs. Are there any for those? Even the ones in people, it helps. It's probably talking about electrolyte supplements, and that can help get more water absorption, but you run into the same problem of you can't get the dogs that can take it voluntarily. Basically, no. Short answer is no. No, but are there any mineral boosts for dogs, especially? No, I mean, not for reducing water losses or anything like that. Basically, it's supplements to balance the minerals and vitamins, electrolytes, sodium, potassium, chloride, which I think is what he might be talking about, because that's used in people a lot. Actually, he wants to know about how to increase performance. Good basic nutrition is your best bet, because you start getting into a lot of supplements with minerals or electrolytes, you can actually make the dog sicker. So the best thing is to have good basic nutrition. Ну, Кэролайн говорит, что подобными экспериментами можно только испортить собаку, и лучший способ это хороший сбалансированный рацион. Вообще логично, они же не потеряют. Поэтому нет потери солей, как у человека. Двигаемся дальше или еще вопросы? Дальше? We can move on. Since you're going to have pictures of the feet, it might be good to turn off these lights so that we can see a little bit. Любой питание, но кроме воды. То, что мне очень нравится, кажется, такое далеко от другого. Они себе персонально как-то чуть-чуть. Значит, следующая часть семинара посвящена вопросу ухода за лапами ездовых собак. А можно выключить свет?
For any athletic dog, good feet are very important. Для любой спортивной для любой спортивной собаки здоровые лапы – это залог успеха. Ideally, we want to prevent problems, but reality is we do have to treat problems as well. Лучше всего, конечно, предупреждать появление проблемы, но часто мы сталкиваемся с тем, что вынуждены лечить собаку. Sled dogs are expected to perform in very extreme environments. Предполагается, что ездовые собаки работают в экстремальных условиях. Routine care starts with the toenails. You should keep the toenails trimmed. If the nails are too long, they can break, especially on rough trails or hard, crusty snow. Проблемы, которые могут возникнуть, часто связаны с когтями собаки, которые могут быть слишком длинные, обламываться. Они могут обламываться на жестких трассах или на насте, да. They also can cause the toes to hyperextend when the dogs are running. That can cause stress on the flexor tendons. Также слишком длинные когти увеличивают нагрузку на сгибающие суставы. Так? На подушечки и сгибающие и сгибательные суставы. The nails should be trimmed so when the dog is standing on a flat surface, the tips are just slightly above the ground. И когти должны быть подстрижены таким образом, что стоя на поверхности, подушечки лап должны несколько приподниматься над землей. It's best to trim the nails a few days before a race to allow the foot to heal if you cut too short, and also to regain a normal balance if the nails have been too long. Постригать когти лучше за несколько дней до тренировки или гонки, чтобы коготки обточились, чтобы ранки зажили, если коготь был пострижен слишком коротко. If the nails are too long, they can wear through the booties while they're running. Если когти слишком длинные, они могут прорваться сквозь ботиночек во время бега. And broken nails should have the fragments trimmed off, and if the inner part is exposed, then that open area should be protected with a bootie while it's running until it heals. На сломанных когтях нужно стричь осколки, а если оголена внутренняя чувствительная часть когтевого ложа, нужно обязательно надевать собаке башмачок до тех пор, пока место не заживет. If the inner part is completely exposed, a nail cap or even just super glue to seal it up can help protect it, and it also will make the dog feel better because the nerves will be sealed. Если оголена чувствительная часть, то можно использовать колпачки для ногтей или суперклей. Он поможет обезвредить место и лишить собаку болезненных ощущений во время бега. So booties need to be used until it regrows, and antibiotic ointment should be used on the nail once again to prevent infection. Необходимо в случаях проблем с когтями необходимо надевать башмачок и использовать антибиотические мази при серьезных повреждениях. Even without a broken nail, the hard, crusty snow can cause damage to the nail bed at the base of the nail. Даже если сам коготь не сломан, наст или твердая трасса может повредить ногтевое ложе у основания когтя. This can lead to a very serious infection. Такое воспаление может привести к очень серьезным инфекциям. It's possible for a simple infection in the foot or in a nail bed to progress quickly to a potentially fatal infection. Несущественное недомогание, несущественное повреждение когтя может разрастись в серьезное заболевание, возможно, даже с летальным исходом. In cold weather racing conditions, the cold temperatures slow healing,
Низкие температуры замедляют процесс заживления ран. And the immune system function is decreased during intense exercise. И во время интенсивных тренировок иммунная система ослабевает. Any nail bed injury must be watched closely. It should be treated with antibiotic ointment, booties. При любых инфекциях ногтевого ложа необходимо пройти курс антибиотиков и постоянно надевать башмачки на лапы. And any sign of swelling, drainage, or fever, the dog should be placed on systemic antibiotics and removed from running until healed. И при малейшем признаке потери в весе, опухания места или повышения температуры необходимо пройти курс системных антибиотиков. To take a course of systemic antibiotics and what else? To stop from running. И отстранить собаку от тренировок. Okay. The pads are covered with thick skin for traction. Подушечки лап собак покрыты жесткой кожей, обеспечивающей хорошее сцепление с поверхностью. And the tissue above provides cushioning for the impact of the step. И ткань, cushion? What about tissue? What's tissue? Еще ткань. Ткань сверху обеспечивает смягчение, амортизацию. This is also the only place that in a dog that there are sweat glands. Там же расположены потовые железы, единственно там. On rough trails, you can get abrasions like this. На жестких трассах лапы могут стираться вот подобным образом. Mild abrasions can be treated just with antibiotic ointment and booties. Несерьезные ссадины могут быть вылечены антибиотической мазью и башмачками. More severe abrasions or slices and lacerations can also occur. Также могут иметь место порезы и раны более серьезные. This is a slice off the pad where a section of the pad is completely removed from ice. Это более серьезные ссадины, где целый участок ткани стерт об лед. In some of these cases, you can put a patch on using a cloth. We use moleskin. Yeah. Okay, go ahead. В Америке используют ткань молескин называется. Здесь, насколько я поняла, ветеринары. Это еще не сделаны сапоги. Да? В некоторых случаях они вырезают заплаточку из вот этого самого ткани. Это, собственно, синтетическая ткань, с клеющейся поверхностью. Они вырезают такую заплаточку для поврежденного участка. So the wound should be cleaned with disinfectant. Рана должна быть промыта и продезинфицирована. And the patch should be cut to be slightly smaller than the defect in the pad. И должна быть вырезана заплаточка по площади чуть меньше, чем площадь поврежденной поверхности. A small amount of super glue is put on the back of the patch and it's placed into the defect. На обратную сторону заплатки нужно нанести небольшое количество суперклея и приклеить к поврежденной части. It's important to not have too much glue or too large a patch, or it will form a hard ridge that will be very irritating to the dog and it'll be very lame. Важно не наносить слишком большое количество суперклея или не стоит делать заплатку слишком большой, иначе возникнет неудобный шов, доставляющий собаке дискомфорт при ходьбе. You must use a bootie to protect this while a dog is running. В любом случае нужно надевать башмачок, чтобы инфекция не попадала. Простите, пожалуйста. В любом случае необходимо надевать башмачок после вот подобной процедуры.
These patches can last anywhere from 20 kilometers to 200. И такие заплатки могут продержаться на дистанциях от 25 до 100. If the defect can't be patched, sometimes you can use a double booty system. Если невозможно залатать поврежденное место, можно использовать технику двойного башмачка. Ideally, a soft fleece booty is used next to the foot. В идеале сначала надевается мягкий башмачок из флиса. With a cordura or a ballistic cloth booty on top of it. И поверх надевается башмачок из прочного баллистика или кордура. Very severe pad slices should be bandaged with antibiotic ointment and not run until they completely heal. Любые ссадины должны быть смазаны антибиотической мазью, да, обработаны антибиотической мазью, и сверху должен быть надет башмачок. Pad lacerations usually require surgery to repair. Раны и порезы обычно требуют хирургического вмешательства. The web areas of the foot are very common places for inflammation leading to splits. Мембраны между пальцами область частых повреждений в визовом спорте, которые могут привести к трещинам мембраны. Ice and snowballs can form here also, and trimming the long head, or you can use a silicone spray, can help prevent the ice and snowballs. В этих местах также могут намерзать комочки льда и снега и ранить лапу. И для этого используются силиконовые спреи, чтобы снег не приставал к шерсти. Prevention includes using booties and protective ointments. Также используются мази и надеваются башмачки. Most basic ointments use a combination of zinc oxide to protect and as an astringent. В большинстве защитных мазей используется оксид цинка, обеспечивающий защитный и кровоостанавливающий эффект. Lanolin as an emollient. Ланолин как смягчающий компонент. Triple antibiotic oil and herbal oil like scarlet oil to help promote healing and prevent infection. И тройной антибиотик или scarlet oil. Я вот не знаю, нет такого. Мы говорили с этим. Is there another word for scarlet oil? There is, and it's a oil made from some herbs. Scarlet oil это какое-то скарлетовое масло, скажем так. Да, это сделано из разных трав. Да. Масло с добавлением экстракта травяного спора. Futa zinc ointment is one that's often used, and it contains zinc oxide, scarlet oil, lanolin, and extract of the white cedar tree. Широко используется мазь туя и цинк, содержащая оксид цинка, вот это скарлетовое масло, так его назовем, ланолин и экстракт туи. Some mushes use emu oil or a French product called algaval. Некоторые гонщики пользуются жиром страуса эму или, вот я не знаю, гипероксигенированное арахисовое масло. Algaval is a hyperoxygenated peanut oil with oil of rosemary. Собственно, вот Кэролайн принесла ознакомиться с линементом, который массажным бальзамом, которым пользуются в Америке. Пустите там передам. Массажное масло. Deepest splits, you need to use povidone iodine or sulfadiazine or another strong antibiotic. Для более глубоких трещин мембраны используется мазь повидон един, есть такая, и мазь с сульфадиазином серебра. Sulfadiazine and povidone iodine both encourage healing, and they have antibiotic and antifungal properties. Оба компонента ускоряют процесс заживления
increase healing. It could, yeah, And what? They have antibiotic and antifungal properties. И действует как антибиотики. Первый какой компонент? Второй серебро, а первый? Помидор единовая мазь и мазь сульфадиазина серебра. All the ointments such as nitrofurazone are no longer recommended because studies have shown they slow down healing actually. Как показала практика, мази, как нитрофуразон, некогда широко используемые, на самом деле замедляют заживление ран и больше не рекомендуются к использованию. That's povidone. Okay, booties are very important in preventing and treating problems, but they also can cause problems themselves. Несмотря на то, что башмачки важный момент в предупреждении и борьбе с проблемами лап, сами башмачки могут стать причиной возникновения повреждений лап. They must be checked during runs to be sure there's no holes, because the holes allow snow into the booty, which will form ice balls. Во время забегов необходимо систематически проверять башмачки на наличие дыр в ткани, в которые могут попадать снег и натирать лапу. They must be tight enough to stay on, but they also must be taken off at rest stops to allow normal circulation. Они должны сидеть достаточно плотно, но во время остановок на трассе необходимо снимать башмачки, чтобы возобновить нормальную циркуляцию крови. And they have to be big enough to allow the foot to spread out normally when the dog steps down, but not too big or the dogs get clumsy when they're walking. Башмачки не должны сидеть слишком плотно, чтобы не мешать естественному поставу лапы, но и не должны быть слишком велики, иначе будут стеснять движение собаки во время бега. And they need to be changed if the dog goes through water, because when they get wet, they can freeze and will cause rubbing on the foot. Если башмачки промокают, их необходимо сменить, потому что они могут замерзнуть, обледенеть и натирать лапы. Ice balls can also form at the top of the Velcro. This causes irritation and can cause hair loss on this area of the foot. No, the ice balls at the top of this. Velcro. Yeah, ice can form at the top, and it will cause irritation and actually take all the hair off right above the booty. Над застежкой может тоже намерзать снег, который может повредить лапы, да? And then in cold, yeah, in cold weather that area can frostbite them when it has no hair. И в холодную погоду, если там стирается шерсть, может отморозить. Да, отморозить место области кожи. This is the okay. The Velcro strap on the booty will tend to go right over the dew claw, causing it to go into the foot and cause a sore. Если у собаки есть рудиментарный палец, то застежка на башмачке может давить на рудиментарный палец, и он тоже повреждает лапу. If this happens, bandage material or tape can be put around the foot underneath the dew claw to protect it. В таком случае можно обмотать лапу бинтом или пластырем под рудиментарным пальцем, чтобы защитить место от натирания. The best prevention is to take the dew claws off the puppies. It's easiest to do this when they're 2 to 3 days old. Поэтому лучше удалять рудиментарные пальцы щенкам в возрасте 3-4 дней. Preventing foot problems, good nutrition is very important again. Отсутствие или наличие проблем с лапами в большой степени зависит от правильного питания собаки. Zinc supplements can help some dogs. Arctic breeds can have a relative zinc deficiency because they do not absorb it well from the intestine. Некоторые северные породы страдают относительным дефицитом кальция в силу слабой внутренней кишечной абсорбции, поэтому цинковые добавки могут существенно помочь собаке с проблемами. And look at genetics because you can breed dogs with good feet.
Но нужно не забывать, что лапы это еще и наследственный признак, поэтому в питомниках могут разводить поголовье, выбирать производителей для поголовья с сильными лапами, как закрепленным признаком. Questions? Все, вопросы. Которым приклеиваются заплатки из кротовой кожи, из моллюскина, он же ядовитый, наверное. Это обычный клей или специально хирургический? The super glue the molluscum patch with, is it special medical glue that обыкновенный? Which was in your irritation? Small amount. Совсем немного, но это обычный суперклей. А остатки этой ткани моллюскина не препятствуют дальнейшему заживлению, или они в течение гонки снашиваются до раны? Does it during the run it wears off or there are some pieces of cloth or the molluscum left there? Usually what happens, I mean, I've had them stay on for a couple 100 miles actually, but it usually either comes off completely or will stay on for a long time. But sometimes once again on a bad trail, even with the booty on, it'll catch something, it'll just come off. Does it decrease healing? It's still a heal. I mean, and actually the super glue tends to stay on it, and then actually there's a small amount, once again, you don't want a large amount on it. A very small amount actually will seal it up so the dogs don't pinch. And so even if the patch comes off, it's still running okay. And a lot of them, on some of these, we'll repatch them on a long base. We'll put another patch on in 2 or 3 days. Чаще всего либо он стирается целиком за пробег, либо он все-таки остается, если не очень интенсивной тренировки, он держится достаточно долго и не препятствует заживлению. Даже если он стирается, накладывает следующую заплатку и так далее. Простите, а эта ткань, она медицинская или это... Синтетическая. Is it a special medical cloth? No. Synthetic, we don't use anything. People get it Люди используют вот этот материал моллюскин для, когда он натирает мозоли на ногах. Ну, фактически. Это мягкая ткань достаточно. Во время гонки тапочки обязательно с собой брать? Или на животное? Или можно их просто с собой взять? Если учитывать, что собака is it obligatory to wear shoes during the race, or it's optional, you may take them with you? You can take it. You can take them with you. In most races, we require you to have some with you, but you basically put them on according to snow conditions and trail conditions. Нет, не обязательно их надевать сразу, это зависит от состояния самих лап и погодных условий снега, качества снега. Но взять их с собой, естественно, нужно. Они перечислены в обязательный набор. Ну, это понятно. Будут вопросы или двигаемся дальше? Следующая серия называется «Диагностика и лечение основных травм в ездовом спорте». When looking at a dog for injuries or for lameness, it's important to look at the whole dog, not just the legs. При осмотре ездовой собаки, плановым или экстренным, необходимо осмотреть не только лапы, а собаку целиком. There can be other causes for poor athletic performance, such as urine infections in females or prostate problems in males. Но стоит не забывать, что причиной снижения рабочих характеристик могут стать маточные инфекции у нестерилизованных сук и проблемы предстательной железы у некастрированных кобелей. To start with looking at the gums to assess the color and the refill time. The refill time is by pressing your thumb onto the gum
and then lifting it off, and it should get the color returning within 2 seconds. Начать осмотр стоит с десен, оценить их цвет и время наполнения капилляров после нажатия. Оно должно составлять не более 2 секунд. Pale gums or a slow refill time can indicate anemia, dehydration, shock, or cardiac problems. Бледность десен или замедленная наполняемость капилляров может свидетельствовать об анемии, обезвоживании, шоке и проблемах сердечно-сосудистой системы. And elasticity of the skin, by pulling up on the skin to see if it snaps down, is used to assess hydration also. Проверьте эластичность кожи, защипнув небольшое количество, чтобы проверить гидратацию кожи. Гидратация есть такая. Also look for any other signs of problems like diarrhea and the general attitude of the dog. Кроме того, посмотрите, нет ли признаков диареи или крови вокруг анального отверстия. On the orthopedic exam, we'll go through this, and then we'll have a dog that I'll show you on. We're going to bring a live dog at the end of the whole thing. Окей. Антон, вьюгу приготовьте, в конце нужно просто ее вывести. Кэролайн потом покажет все на живой собаке, на экспонате. So orthopedic exam, you want to include looking at the spine. Наряду с обследованием конечностей нужно оценить состояние позвоночника. Flex the neck from side to side because the neck can be injured, especially if they're running with another dog and on rough trail, the neckline will jerk them. Начать стоит со сгибания шеи в одну и другую сторону, потому что особенно на жестких трассах шея может быть травмирована резким рывком перемычки. When you start looking at the legs, you always want to start with the toes and then lift up the leg. That is so you can isolate each part and know why the dog is reacting if you get a response. Осмотр лап стоит начинать с пальцев и постепенно подниматься вверх по лапе, прощупывая каждый сустав отдельно. If this is a lameness exam, I always start with what is thought to be the normal leg. And this is because 2 reasons. 1, it gives a normal to compare to, and 2, it gives the dog a chance to relax where it's not being hurt, and so it won't tense up as much. При осмотре собаки для выявления причин хромоты Кэролайн обычно начинается со здоровой конечности. Во-первых, это дает возможность проводящему обследование иметь наглядное представление о здоровой конечности, затем сравнить ее с больной и выявить недостатки. А во-вторых, это расслабляет собаку, поскольку если начать с больной, она будет напряжена в ожидании неприятных ощущений. You need to look for subtle reactions because many sled dogs have a high pain threshold and they won't necessarily cry or whine. They'll just slightly pull away or their face will wince. Большинство собак достаточно стойкие и мужественные животные, поэтому наряду с явными признаками необходимо следить за малейшими изменениями мимики или случаями, если собака дергивает конечность при осмотре. Check the toes, the foot, the webs, the pads, as we just discussed. Проверьте лапы, подушечки, пальцы, когти, межпальцевые мембраны, как только что было сказано. Palpate the metacarpal area and the flexor tendons for swelling. Проверьте область запястья и сгибающие суставы на сгибание и разгибание. And the wrist should be palpated for heat or swelling and should be flexed to see if it's painful on flexion. Остальная часть должна быть проверена на наличие каких-то припухлостей, на выявление температуры и также на сгибание и разгибание, чувствительность к сгибанию и разгибанию. The elbow is similar, palpating for heat and swelling and pain on flexion and extension. Таким же образом процедуру нужно проделать с локтем, с локтевым суставом.
like this. The shoulder area is a very common site for injuries, and there are several muscles that you have to look at. Плечевой отдел место частых травм в здоровом спорте, и есть несколько суставов, на которые стоит обратить внимание. Flexion of the shoulders causes pain, especially with bicipital tendonitis. Выпрямление плеча вытягивает бицепс и трицепс, двуглавую и трехглавную мышцу. Extension causes pain both on the biceps muscle as well as the triceps muscles. При вытягивании возникает боль в области трицепса и бицепса. And abduction of the leg stretches the pectoral muscles. Абдукция лапы растягивает грудную мышцу. Hind limbs are similarly for foot and the metatarsal area. Осмотр задних конечностей схож с осмотром передних конечностей. The hock should be palpated for swelling and pain again on flexion. Скакательный сустав необходимо прощупать на предмет выявления припухлостей для определения температуры и чувствительности при сгибании и разгибании. And the Achilles tendon, along with the gastrocnemius muscles it attaches to, should be palpated carefully. Также необходимо прощупать ахиллесовое сухожилие и икроножные мышцы, которые прилегают к ахиллесовому сухожилию. And the major muscle groups of the quadriceps, caudal thigh muscles, and groin muscles are common spots for cramping, especially in hot weather. Также нужно ощупать составные группы мышц, трехглавые мышцы передней поверхности бедра, каудальные мышцы, медиальные, паховые, которые могут быть травмированы, в особенности в жаркую погоду. Flex and extend the knee and the hip. Согните и разогните лапу в коленном и тазобедренных суставах. And palpate along the lumbar back. И ощупайте собаку вдоль позвоночника. Check all 4 limbs, even if you think only one is the problem. При осмотре собак необходимо обследовать все 4 конечности, даже если только одна из них явно повреждена. It's quite common to get secondary injuries if a dog is favoring one leg. You tend to get injuries on the opposite leg and the diagonal leg. Повреждение одной лапы может увеличить нагрузку на противоположную и диагональную лапу, поэтому мы можем иметь дело с вторичными повреждениями, тоже требующими лечения. Watch the dog walk and trot. Наблюдайте за шагом идущей собаки. But remember that it takes a 15 to 20% change in weight bearing to be able to see an obvious lameness. Но помните, что только при смещении центра тяжести на 15-20% хромота собаки становится явной. Often you only see a gait change or just decreased performance. В большинстве случаев основные показатели — это изменение походки и снижение рабочих характеристик собаки. A dog that always trots might start to pace or something. Pacing. Placing both legs on the same side. They'll sometimes do that. Да. При наличии повреждений собаки изменяется походка. So flexor tendonitis is quite common. This area will get very swollen and painful. Сгибательные и разгибающие суставы тоже частая область для повреждений. Там могут возникать опухоли. Эта область может быть чувствительной к боли. It's common on hard-packed trails, and they may be lame after they come in, or just show swelling like this. На жестких трассах, на мягких. Hard-packed trail. Hard-packed trail. Да. Hard-packed trail. Yeah. Hard-packed. На жестких трассах.
Большинство травм возникает на узких трассах, собака, там могут возникать опухоли, собака может хромать после забега на такие трассы. Treatment for athletic injuries in dogs is same principles as in people. Лечение основных спортивных повреждений собаки в большинстве своем схоже с лечением спортивных человеческих травм. Massage and cold therapy are used for acute injuries. Массаж и холодотерапия используются при лечении острых повреждений. Compression, heat for chronic injuries or muscle injuries. Компрессия и прогревание для хронических или мышечных повреждений. So acute injuries on the list, you use ice packs for 15 to 20 minutes maximum. При острых повреждениях используется холодотерапия, прикладывается лед на максимум 15-20 минут. And then massage with a liniment like alginol, and put wrist straps on, which like this, for 4 to 6 hours. Холодотерапия должна... После холодотерапии следует массаж с линементом, и затем необходимо надеть вот такие напульсники для сохранения тепла на 4-6 часов. It's very important when you put the wrist straps on that you cover down to the tips of the toes. This is the way you should put them on. This one is not put on correctly because the foot will swell below the wrist strap. На картинке показано, один напульсник надет правильно, нужно надевать его до самых пальчиков, один надет неправильно. И в случае неправильного надевания напульсников опухает часть лапы, которая стоит снаружи. Потому что его достаточно туго нужно натягивать. Okay, shoulder injuries are very common, especially in soft snow or what you call punchy trails. That's soft snow. Yeah. Также возникают плечевые повреждения, особенно в условиях мягкого снега или трасс с настом, где лапа собаки может провалиться под корм. The treatment for these are heat, massage, and rest. Основное лечение для этих случаев это прогревание, массаж и покой. And this is a shoulder coat that is made, and it's the same material as the wrist strap that I'm passing around. It provides insulation to retain body heat. This one also has a little pocket for a heat pack if you have one. На картинке вы видите так называемые плечевые курточки наплечные. Не знаю, у нас есть такие в России? Курточки оборудованы кармашками для утеплителей. У них называется heat packs. Вот такие емкости с жидкостью, которую можно стряхнуть, и она сохраняет тепло на 6-8 часов. Для них кармашки оборудованы. Triceps and pectoral injuries are most likely to respond quickly to treatment. Да. Растяжение трехглавой и грудная мышца в большинстве случаев легко поддаются лечению. Biceps, muscle, and tendon injuries tend to take longer to heal and cause a more severe lameness. Повреждения двуглавой мышцы обычно требуют больше времени на лечение и могут вызвать несерьезную хромоту. Bicipital tendonitis can take 4 to 6 weeks to heal. Лечение тендонита двуглавой мышцы есть такое. Тендинит двуглавой мышцы может потребоваться от 4 до 6 недель лечения. Also, if a muscle is torn, it will take several weeks to heal also. If it's torn, если мышца порвана совсем, да, это тоже может затратиться несколько недель лечения. It's important to allow complete healing to avoid chronic injuries. Очень важно довести лечение до конца, до полного выздоровления, чтобы избежать хронических рецидивов. A
Achilles tendon or gastrocnemius muscle injuries are very serious, potentially career-ending injuries. Очень серьезными травмами считается разрыв ахиллова сухожилия или икроножной мышцы. Это травмы, которые потенциально опасные травмы, которые могут означать конец спортивной карьеры собаки в принципе. With either injury, the hop will drop flat to the ground. При разрыве ахиллесового сухожилия или икроножной мышцы скакательный сустав опускается на землю. If the tendon is ruptured, it requires surgery to repair it. Если порвано само сухожилие, то необходимо хирургическое вмешательство. More often we see the muscle injury, and many of those dogs will heal with 2 to 3 months of confinement. Чаще рвутся икроножные мышцы, прилегающие к сухожилию, и собакам с подобными повреждениями требуется обычно от 2 до 3 месяцев строгого режима до полного выздоровления. Analgesics and anti-inflammatories should be used to keep the dog comfortable during that time. Необходимо применять анальгетики и противовоспалительные средства, чтобы исключить неприятные ощущения, чтобы обеспечить комфортное существование собаки. During the initial healing, a splint like this can help to support the leg and enhance the healing. Вот подобные повязки и шины могут ускорить, зафиксировать конечность и ускорить выздоровление. After the muscles heal, where the dog is standing normally, gradual return to exercise can start. Когда мышцы здоровы, собака может принимать нормальную позу, тренировки нужно возобновлять только постепенно. The muscles will atrophy during the confinement, and it's important to rehabilitate the dog slowly. За время лечения мышцы атрофируются, и очень важно реабилитировать собаку со временем, постепенно. For every day of muscle atrophy, it will take 3 to 5 days to get it back. На каждый день атрофии потребуется от 3 до 5 дней реабилитации. Occasionally, you'll see swelling in the extensor tendons by the hop. Иногда может происходить опухание разгибающих суставов в передней части скакательного сустава. These should be treated like wrist injuries with massage and the wraps that are being passed around. Подобные случаи нужно лечить массажем, холодной терапией и наложением тугих повязок. We don't often see stifle or knee injuries in sled dogs, probably because of the conformation and muscling. Для ездовых собак нетипичные повреждения коленного сустава в силу специфики телосложения и мускулатуры. We do see groin muscle injuries, especially on groin, especially on icy or slippery trails, and those should be massaged. The dogs won't be lame, but they usually have an abnormal gait. На обледенелых скользких трассах могут возникнуть паховые растяжения, повреждения паховых мышц. В таких случаях собака не хромает, но важно отметить, пусть несущественные, но изменения походки собаки. Еще будет массаж. Лечение тоже массаж. Back pain is very common, especially in wheel dogs. Достаточно часто встречаются растяжения спинных мышц. This is because of the angle that the tug line will attach, often puts pressure on the back on the wheel dogs, and also the sled, if it hits any bumps, will tend to jolt the wheel dogs. Очень часто это случается потому, что тесемки шлейки давят на спину, и при столкновении нарт с малейшими препятствиями происходит рывок, да, и растягивает мышцы спины. Да, особенно у первых собак, ближайших к нартам. If you look at the harness, many of the harnesses have straps going across the lumbar back. У большинства шлеек идет тесьма
посередине спинной части. That puts pressure on the back. Таким образом, это вот в том месте происходит максимальная нагрузка на спину. So changing to a different harness can help because it will change where the pressure is being put. There's many different harness types, and I think we'll be looking at that on Wednesday. I'm going to show a few pictures. Существует целый ряд разнообразных шлеек, поэтому если у собаки проблема с спиной, то нужно просто сменить шлейку, выбрать более подходящую. Со шлейкой мы сможем ознакомиться в среду на семинаре по снаряжению. Also massage and heat side of a gang line the dog is running on can also help in treating injuries. Также может помочь перестановка собак в упряжке. When you're looking at the gang line, the outside forelimb and inside hind limb get the most stress. Значит, внешняя передняя лапа и внутренняя, ближайшая к линии задняя лапа получают самую большую нагрузку во время бега. So if a dog has a lameness on a right forelimb, then you would switch him to the left side of the gang line. Таким образом, если у собаки повреждена правая передняя лапа, то лучше поставить собаку слева от линии, чтобы снизить на нее нагрузку. Sled dog myopathy can be a problem on runs of 50 kilometers or more, especially in hot weather. На дистанциях выше 50 километров, особенно в жаркую погоду, не стоит забывать о такой проблеме, которая может возникнуть. Это острый некроз скелетных мышц или миопатия ездовых собак, вызванная тренировками интенсивными. The breakdown of the muscle cells releases myoglobin, which causes the urine to become brown. Распад мышечных клеток высвобождает миоглобин, который попадает в мочу и окрашивает ее в коричневый цвет. They may only show a non-specific gait change rather than a lameness. В таких случаях собака не подает особенных знаков, может присутствовать несущественная хромота. And they may be just generally painful over the whole body. Иногда может возникать боли по всему телу, внезапные боли. If you continue to run a dog with myopathy, it can cause sudden death. Если собака с миопатией продолжает бежать, это может вызвать внезапную смерть. Fluids are very important in the treatment of this, because, along with analgesics and rest. Наряду с анальгетиками и покоем очень важна вода и жидкость в лечении миопатии. The myoglobin must be flushed out of the kidneys, or it can cause kidney damage or failure. При лечении необходимо вымыть миоглобин из почек, иначе он может стать причиной нарушения работы почек или почечной недостаточности. Vitamin E may help as a preventative. В качестве профилактики собаке можно давать витамин E. This is something you don't have. This is the problems with equipment. So they can be problems with equipment. Могут быть проблемы, связанные с снаряжением. Is that translation okay? No, what I got on? Yes, it was okay. Okay. When you're examining a dog, be sure to check for problems like this. This is a harness rub under the armpit. При осмотре собаки обратите пристальное внимание, не натирает ли снаряжение собаки в подобных местах. But with a problem like this, when you are flexing and extending the shoulder, the dog will be painful. And so you want to be sure you know why it's painful. При осмотре плечевого отдела, когда вы будете сгибать и разгибать лапу, и возникнет такая проблема, учитывайте, что это может быть снаряжение, причиной может быть снаряжение, шлейка. Вопросик. Имя производителя, кто делал эту шлейку? Потом, конечно. Зачем? Чтоб не купить такую. Yes, the producer of this harness not enough to buy the same. This?
That's a man-made. I mean, that's the same. That's that short one I showed before that I said that it. I don't like this. There's no padding on it. Она не говорит производителю, просто это короткая шлейка, которую она до этого показывала. Тип короткий. Неправильно подобрано, да? Да, я думаю, что в этом проблема, не в производителе. If you do have that problem and you can't change the harness, you can have a dog wear a coat underneath it. Если такая проблема существует, но вы не можете в ближайшее время сменить шлейку, то можно на собаку надеть вот подобную жилетку. That's a very severe harness dog. Это очень серьезная ссадина, натертая шлейкой место. You can also get rubs on the tail head from the harness. Также шлейка может натирать область над хвостом, в конце спины. There's a type of harness that's used especially in the U.S. By CV, and it's a it's the name of the guy who makes it. He won the Iditarod, and so some people use it because he won Iditarod, but his harnesses do this. So it's a CV style harness. Есть некий мужчина, участвовавший в Ветеринарии, CV. Он делает снаряжение, вот тип шлеек, который он производит, как раз в Штатах, как раз становится причиной подобных проблем. Also, one of the Тоже погибли. This is a collar rubbing. The collar is too tight. Это случай, когда ошейник натирает, когда он слишком тугой или жесткий. And this motion put a neck warmer on the dog to protect the neck. What's this? A neck warmer, like это fleece neck. Воротник. Воротник, да. На собаку надевает мягкий воротник, чтобы избежать. Wearing dog coats while running can be helpful in cold weather, but you have to be careful with that also. For the short-coated dogs. Short-coated dogs, yeah. Чтобы защитить короткошерстных собак от холода, надевают жилетки. Но жилетки тоже могут натирать, и нужно иметь это в виду. This is showing there's a shoulder rub right there. So rubbing too. В этом случае натертость на плече. Another one like that. From the edge. Просто ближе. This dog was wearing a harness that had been modified, and so the ring to put the tug line could be in the middle of the back, and they cut a slit in the coat to put it on, but when the ring pulled back, the dog pulling, it put pressure on the coat, and so it rubbed on the shoulder. Есть еще тип шлейф, где кольцо, которым цепляются по струнке, не в конце шлейки, а посередине спины. Таким образом, когда кольцо натягивается, шлейка натягивается, это может защипывать кусочки шерсти и ткани живой и повреждать кожу. Тросик, Okay, heat stress. Перегревание. Okay. In hot weather, you'll see a dog's coming in. The dog's lying flat on his belly and rubbing the face in the snow to cool off. В жаркую погоду вы можете заметить, что на остановках собаки ложатся на живот и взрывают морду в снег. Overheating can also make the dogs pant so much they swallow air and their stomachs will bloat. В жаркую погоду собаки при учащенном дыхании у собаки может увеличиться грудная клетка. For black dogs, you can use lightweight white coats on hot sunny days and it will reflect the sun and help keep the dogs cool. Чтобы защитить от перегревания в солнечные дни темных собак, можно использовать светлые курточки, которые будут отражать солнце и защищать их от перегревания. Frostbite. What's frostbite? Мороженое. Мороженое. Yeah.
especially in very cold weather, both male and female dogs, you need to protect them from frostbite. And females that have had puppies in particular, because their nipples are big. That's what this is. Как кобелей, так и сук необходимо защитить от обморожения, особенно соски. Как у кобелей, так и у сук, правильно? Ну, особенно у сук. Которые уже рожали. Да, которые уже рожали. In male dogs, you can sometimes get infections between the inner thigh and the scrotum just from running. That's what that shows. Is it somewhere Where in the the groin? testicles, yeah, where the testicles hit the inner thigh. В области тестикул? Yeah. Может, что Между задним проходом и яйцами. Что может происходить? Вот там как раз бывает обморожение. Да. Надо просматривать. В этом месте. Да. Самое Dogs will обнаженное. actually be lame. И сама хромая. Yeah. So the musher needs to be a chef, a massage therapist, a coach, and a cheerleader for his team. Таким образом, гонщик должен быть хорошим руководителем, хорошим терапевтом, тренером, cheerleader. Нет, шеф-поваром. Поваром. Массажистом. Лауреатский Гонщик должен быть поваром, массажистом, терапевтом, тренером и, ну, как это сказать, ведущим, то есть подбадривающим. Вопросы? Вопрос можно? Shall we turn it on the light? Yeah, they have a dog that can go to Собаки. the exam. Если в югу приведут, то А можно здесь соски? А как соски, допустим, защитить от обморожения? А как это Belly, basically a fleece or a blanket that just goes on the belly and goes all the way around the dog. То есть мягкую какую-то материю постелить ей. То есть, да, флис. А в случае с кобелями как тогда? Нет, в случае с кобелями, Male dogs are tough because they tend to urinate on the there are some special coats that are made for the front part, the prepuce. Take food like a pants. Yeah, you can do that, or just take a band if it's just the front part. Put a band of some kind of food or fleece just to protect it. So you have to change it often because the males pee on it. Они говорят, что ввиду того, что они, что вы не положили, они все на это писают, так? Вот, поэтому часто менять. Либо трусики такие, либо специальную накладку такую. тоже флисовую. Да, тоже мягкую. Но все время менять, потому что кобели писают. Если нам приведут в югу, то Кэролайн может показать наглядно, как производить осмотр собаки. Спасибо. So you start, I always start by, after the web exam, I'll flex the toes like that. Кэролайн всегда начинает с осмотра межпальцев вот этих мембран. Check the webs first because if they have a split, they'll be painful when you do that. Потому что если там есть трещина на мембране, то собаке будет больно, поэтому нужно заранее убедиться, что их нет. Flexor tendons. Скакательный сустав. Чуть погромче. Скакательный сустав. Very good. So flexion. Extension.
point down the muscles. Нужно прощупать мышцы плечевого отдела. На задних лапах то же самое. These are the extensor tendons. The extensor tendons. Экстенсор, развивающий сустав нужно прощупать. Achilles tendon. Ахиллесово сухожилие. Gastrocnemius. Икроножные мышцы. Okay, you want to extend? You can extend. Тянется. Caudal thigh muscles. Каудальные мышцы. Quadriceps. And then muscle inside. Groin. Паховые мышцы. And then same on the other side. И то же самое с другой стороны. Позвоночник это позвоночник. А уже посмотрели. После лап позвоночник, потом до задних конечностей. Таким образом. Будут вопросы? Да, мы можем, кто заинтересовался, можно получить материалы по всем, либо по... Я тоже хочу ручку вас. Как ее зовут? Кэролайн Гриффитс. Как прекрасный день. Я пришла посмотреть с консультантом. О, здорово. Ничего передавать.